Я готова. Всем привет, друзья! Сегодня Великая Суббота, и уже сегодня ночью будет Пасха. Я приехала к своим родителям и, конечно же, буду им готовить очень вкусную выпечку, куличи, либо паски, называйте как вам нравится. Но я не хотела снимать это видео, у меня тут ничего не готово, тут, в принципе, и кухня не подготовлена к моим съемкам, всех моих прибамбасов, нету любимых мерных стаканчиков и так далее. Единственное, что я с собой взяла, это свой миксер и свои весы, которые я очень люблю всегда измерять, чтобы все было точно. Что я вам хочу сказать? Я думала, что же приготовить им, и вижу, что у вас именно бриош, самый такой, многих он очень хорошо получился и пишут очень хорошие отзывы, а у многих он наоборот не получается, и они расстроены, и я хочу вместе с вами приготовить именно бриош. Давайте поэтапно разберем каждый процесс приготовления, чтобы у вас вышел самый лучший результат. Все пропишу вам потом в описании, все ингредиенты, все точненько, но тут уже, извиняйте, как есть, то, что есть, так покажу, как есть. Самое главное, это видео я не буду монтировать, как сниму, так и сниму. Сегодня вот уже вечером это видео будет готово. Итак, все, поехали, начинаем. Готовим бриош. В первую очередь приготовим опару. Для этого нам понадобится, я буду готовить двойную норму, потому что у меня папа сладкоежка, он будет эти паски в день по 2 штуки есть, поэтому будем готовить много, на 1 килограмм муки. Смотрите, молоко. В первую очередь нам понадобится теплое молоко. Я знаю, что вы не любите, когда я там пальцы опускаю или еще что-то в продукты, но сейчас прям необходимо. Итак, молоко должно быть не горячее. Градусника у нас нет измерить 38 градусов, но у нас есть палец. Опускаем палец прямо в молоко и чувствуем. Это не очень, конечно, хорошо на видео все, но как мы определяем теплое молоко и не горячее? Пальцу должно быть комфортно, тепленько. Если ему горячо, все, мы не добавляем такое молоко, ждем, пока оно будет тепленькое. И когда только оно станет тепленькое, все, можно готовить опару. Лучше даже слегка тепленькое, чем горячее, иначе дрожжи погибнут. Итак, вливаем молоко, 310 мл. Из общего количества сахара 1 столовую ложку сахара отбираем в опару. Так, сахара всего 360 граммов. Но сахар можно заменить и сахарной пудрой. Сколько нужно пудры, я напишу в углу видео. Бриош еще готовят не только на сахаре, но и на сахарной пудре. Это тоже моментик такой интересный. Но я всегда готовлю на сахаре. Сахарной пудры как-то всегда дома в таком количестве у меня нет. И дальше добавляем дрожжи. Я взяла в этот раз Духмяна Хата. Это не реклама. Я просто, вы все задаете вопросы, какой же у вас производитель. Вот вам говорю, какой производитель. Но я то покупаю львовские дрожжи, то Духмяна Хата. Абсолютно как бы там уже ориентируйтесь по своему. Больше нравится с какими работать. Но вот эти вот я купила, они настолько активные, что ну, тесто просто растет. Либо они такие попались, либо это именно вот такая Духмяная Хата. Такое качество. Так, нам нужно 40 граммов. Так, все четко, 40 граммов. Для этого количество дрожжей отлично, немного. Почему? Потому что у нас будет сдоба, она сладкая, она тяжелая, желтки, яйца, жирное сливочное масло. И все нужно это поднять дрожжам. Лучше всего, конечно же, берите именно живые прессованные. Так, мне надо венчик. Все, спасибочки. Ну, это не венчик, но насадка на блендер, ну отлично. Пап, сахарку побольше? Да. Сладенький любишь? Все хорошо. Без сахара чуть не пах. Уж далеко не отходи, процесс. Потому что если мне что-то нужно будет, мне нужно у тебя будет спросить. Из общего количества всего муки я беру 1 килограмм. В опару у нас уйдет где-то 12 столовых ложек муки. Добавляем и просеиваем в опару. Опара по консистенции должна получиться как такая вот слегка густая масса, как на оладьи. Густенькое такое тесто. 2, да, 2, 3. Давай, смелее. Хорошо. 4, 5.
стоп. Сколько? 11 ложек, получается, мы добавили? 6,5? Так, все. Вот такая вот консистенция должна примерно получиться. Такая тягучая, густая масса. Ну, можно чуть-чуть жиже. Сейчас немножечко гуще получилось. Оставляем опару подходить в теплом месте примерно на 40 минут. Все, накрываем пищевой пленкой либо полотенцем и оставляем на 40 минут примерно, чтобы она подошла в 2 раза. Она должна взяться пышной шапочкой. Если у вас тепло в доме, это самая лучшая температура 25-26 градусов. Но если нет, прохладнее, тогда, как я уже говорила, ставим в духовку, включаем такую тепленькую температуру, не выше там хотя бы 38 градусов, то есть там слегка тепленько должно быть. Либо же, если боитесь температуру перевысить, тогда наливайте в мисочку немножечко горячей воды, и она паром наберет нужную температуру. Но это уже ускорение. То есть, если у вас есть время, и вы можете потратить там целый день на приготовление, тогда лучше не ускоряйте. Сделайте теплую температуру дома, и пусть тесто подходит естественным способом. Это для него лучше всего. Все, ставим. Пока подходит опара, подготавливаем все ингредиенты уже для теста. У меня не было апельсина, но был лимон. Я сняла цедру, но если есть апельсин, я обычно добавляю апельсиновую цедру. Можно и апельсиновую, и лимонную цедру. Снимаем только до белого слоя. Цедру отставляем пока в сторону и замачиваем цукаты. Я добавлю вяленую клюкву. Получится у меня их примерно 8 таких немаленьких бриошей. Поэтому и цукатов добавляем много. Вяленую вишню и кусочки манго. У меня какие-то такие по типу, как вроде манго, вроде какие-то конфетки. Обычно я манго сушеное покупаю, нарезаю. В этот раз какие-то вот такие вот, как конфетки они, ну вроде бы манго. Тоже нарезаю их небольшими кубиками, попробую. Они очень ароматные, придают очень аромат хороший тесту. Ну, вообще можете просто изюм, либо просто изюм там с цукатами, либо с клюквой. Так, у меня не влазит в тарелку, я пересыплю в такую большую миску и еще добавлю изюма. Вот такое вот количество на 1 килограмм муки, я думаю, отлично будет. Где-то примерно полкилограмма цукатов. Так, а ну-ка. Ну вот, полкилограмма, даже на глаз. 550 граммов цукатов. Все. Замачиваем сейчас. Заливаем горячей водой. Цукаты можно заливать просто апельсиновым соком и оставить на ночь. Можно апельсиновый сок и пополам алкоголь и также оставить на ночь. Но мы уже будем делать замес буквально через несколько часов, поэтому заливаем горячей водой. И если у вас нет алкоголя никакого добавить, есть ароматные капли с ароматом рома. Просто пару вот так вот капель добавьте, и уже будет приятный аромат уже у самой воды. Либо же можно еще горячим апельсиновым соком, тогда ускорит процесс. И еще добавлю пару столовых ложек рома. Мне муж больше не разрешает. На, отдаю тебе ром. Все. Накрываем пищевой пленкой и оставляем, чтобы они набухли и впитали аромат от водички. Ой, господи. А пергамент у вас хоть есть? Ай-яй-яй, дырка тут. И все, убираем. Замочили цукаты, теперь готовим основной замес теста. А пара уже вот-вот подошла, уже взялась шапочкой. Достаньте сразу яйца, и масло должно быть комнатной температуры. Яйца мне повезло, у меня домашние. Масло вы всегда спрашиваете, какие я фирмы беру. Я беру какое по акции, такое у меня и масло. В этот раз у меня 82 одна пачка, а вторая 73. Поэтому будем и так готовить. То есть
Не всегда зависит все от продукта. Главное, все правильно, температуры, чтобы были правильные, и замес. Конечно, лучше 82 делать. Ну, так вышло, что нет, я в селе, супермаркетов нет, все, что есть, того и готовим. Вперед! Просеиваем в чашу, в которой будем вымешивать, всю оставшуюся муку. У меня здесь без 11 столовых ложек муки. Все просеиваем в чашу. Мука. Вы все спрашиваете, какая. Я беру, ну, главное, не самую дешевую. Хуторок. Вот она более-менее там где-то 40 с чем-то гривен стоит. Белка здесь 10,3. То есть самая обычная, стандартная, никаких манитоп, никаких я там супер-друпер муку я не покупаю. Просто вот желательно выпечку вот беру хуторок. Но это не реклама, мне они, к сожалению, ничего не платят, поэтому просто, чтобы вы знали, если хотите прям вот фирму муки и дрожжей, все вам скажу, чтобы у вас лишних вопросов вообще не осталось. Добавляем весь оставшийся сахар. Мы 1 столовую ложку отобрали в опару. То есть здесь у нас осталось где-то 300-350 граммов сахара. Добавляем 4 яйца. «200 граммов» вливаем к сахару и муке. Так, и нам понадобится еще 6 желтков. Эх, нету моего отделителя, желтка от белков. Четыре. Так, 133 грамма. Но чуть-чуть есть все-таки белка, видите? Вот тоже это учитывайте. 2 столовых ложки меда. Но я добавлю 1, у меня уже больше нет меда. 2 пакетика ванильного сахара и пол чайной ложки соли. Но у меня 1 всего лишь пакетик ванильного сахара. И я добавлю еще в конце при замесе капельки ром для аромата, потому что ванили просто нету. Ставим вымешивать крюками. Но я всегда говорю, можно и ручным миксером с крюками вымешивать. Я показываю в каждом видео. У меня раньше был самый дешевый Скарлетт. Я им вымешивала, все было отлично. Но вот такую вот большую порцию может, конечно, ручной и не взять. Я даже не знаю, как с такой двойной порцией этот справится. Итак, вымешиваем на этом этапе мы на первой скорости до объединения этих ингредиентов. Если у вас получается крошка, добавьте столовую ложку либо 2 столовых ложки апельсинового сока. Если вымешиваете вручную, тогда сначала ложкой, лопаткой, либо вилкой, чем вы вымешиваете, пока позволяет тесто. Друзья, как видите, при правильных пропорциях крошки на первом замесе не получается. Нет крошки, все правильно получается. Здесь есть важный момент, который вы должны учесть. Нужно вымешивать на первой скорости. То есть сейчас идет максимальная имитация замеса руками, такого медленного замеса. Поэтому вот если вы все правильно добавили, крошки не получается. У меня даже в прошлый раз все равно крошка получилась, потому что я вымешивала не на первой скорости. Но это не проблема, добавляете апельсиновый сок и дальше продолжаете замес. То есть всегда можно с любой ситуации выйти с хорошим, правильным дополнением. До вот такой вот консистенции мы вымешиваем. По времени это 5-7 минут. То есть мы хорошо соединили эти ингредиенты. И теперь сюда добавляем всю подошедшую опару. Посмотрите, как она хорошо подошла. Вливаем всю опару. Добавили всю подошедшую опару.
Друзья, пожалуйста, на этом этапе смотрите по опаре. Если она не поднялась, если что-то вот не растет она, дрожжи, значит, погибли. Значит, у вас либо некачественные дрожжи, либо же вы температуру сильную в духовке поставили и они погибли. То есть факторов много. Ориентируемся, подошла опара, хорошо, дальше продолжаем замес. Не подошла, пока вы делаете этот замес, делаете новую опару, она должна подойти хорошей шапочкой. Тогда мы продолжаем замес. Итак, добавили опару. Вымешиваем на третьей скорости на этом этапе 10-15 минут. Это очень важно для формирования хорошего, волокнистого, пышного мякиша. Этот замес сначала поставила на первой скорости несколько минут, потом на второй скорости минут 5 и дальше ставлю третью скорость. Всего скоростей у меня 7. То есть постепенно увеличиваю до средней скорости. Посмотрите уже на этом этапе, какое тесто получается. Вот это вот консистенция, отличное тесто. Вымешивайте 10 минимум, идеально 15, а если у вас прям есть время, силы, и 20 минут. Это отличное время для такого замеса. И дальше продолжаем замес на третьей скорости и добавляем сливочное масло комнатной температуры. Добавляем по кусочку. Вмешался первый кусочек, добавляем следующий кусочек. И так после каждого кусочка хорошенько вымешиваем до вмешивания в тесто каждого кусочка. Этот процесс в общем 15 минут. То есть вмешаем по кусочку все масло, там в течение нескольких минут, минут 5, и дальше продолжаем оставшееся время вымешивать. Весь замес длится 15 минут. Поехали! Так, вмешали первый кусочек, добавляем следующий кусочек. Дайте ему вмешаться и потом добавляйте следующий кусочек. Это очень-очень хорошо сказывается на волокнистости, мягкости, слоистости, всего того, что вот нужно нам получить в этом брioche. Добавляй масло, давай, добавляй. А я отдохну немножечко. Пока домешивается тесто, займемся цукатами. Цукаты отбрасываем на сито. Оставляем в таком виде, чтобы оно немножечко стекло. Все, тесто уже хорошо вымешали. Вот такой вот оно получается консистенции. Тягучей такой вот непрерывной линией. Тогда оно хорошо вымешано. Видно уже, что за венчиком вот такие вот, видите, лопасти, когда тянутся, вот такие вот лопасти непрерывные, тогда готово. Но если у вас, вы говорите, жидкое слишком тесто, ну, ориентируйтесь, конечно же, должно быть муки тогда больше. Добавляйте в процессу пару столовых ложек муки и вымешивайте еще. Дайте этой муки тоже разойтись в тесте, чтобы она дала этот глютен. В цукатов стекла вся жидкость. Отбрасываем их на сито, чтобы вся жидкость еще больше от них впиталась. Потому что, видите, оно еще такое жидкое, мокрое. Оно даст эту влагу в тесто и может быть влажноватый сильно, он прям чересчур. И вот это нужно, чтобы у нас оно все забрала салфетка. И когда хорошо вся пропиталась жидкость в салфетку, нужно обвалять их еще в муке. И добавляем 1 столовую ложку. Обваливаем хорошо в муке. Добавляем в тесто. В
Смешиваем цукаты в тесто буквально 3-5 минут, чтобы они хорошо равномерно распределились по всему тесту. Так, еще добавляем цедру. У меня только лимона, но желательно еще и апельсина. Если не любите, не добавляйте. И я еще добавлю несколько капель ароматизатор ром. Буквально несколько капель, его много нельзя, иначе он может горчить. Все, тесто хорошо вмешали. Посмотрите, какое оно эластичное, тягучее, очень такая бархатистая структура, тягучая. Идеально, чтобы на этом этапе тесто не липло к рукам. То есть тогда вот хорошо. Но у меня оно немножечко липнет. Ничего страшного. Может быть второе масло 72%, либо еще какие-то моменты отхождения от рецепта. Это ничего страшного. Так, в этой миске будет ему маловато места. И пересыпаю его в другую побольше емкость. В таком виде его нужно оставить в теплой температуре, при комнатной, как я уже говорила, я пару 25-26 градусов. Либо же форсируйте в духовке 38 градусов, не больше, чтобы оно быстрее подходило. Ориентируйте, когда оно увеличится в 2 раза. Тогда уже можно формировать будущие бриоши, куличи. Сейчас вот по времени у нас без 15:03. Ставим подходить и посмотрим, сколько оно у нас будет по времени подходить. Дрожжей на это количество муки немного, но надеюсь, что все быстренько подойдет. Если прохладно ему, оно будет долго расти. Это нормально. Открываем полотенце. И тры. Я сейчас тут поставлю вам букетик. Не, в другую вазу. Давай еще одну вазу. Давай. А где ваза? О, бачишь? Ой, Боже, Хорошее настроение у автора, значит, вкусные будут у нас пасочки, да? Ты сказала бы сразу вазу найди. Ну, давай еще одну, вот так, да? Эти. Давай куда-то сюда, я его поставлю, чтобы красиво было. Куда? Так, ну что, смотрим на время, уже 4:30. У нас оно подходило... Сколько по времени прошло? Но тесто уже было готовое буквально через 1-1,5 оно очень хорошо росло. Прям очень-очень хорошо росло. Но если оно растет медленнее, ничего страшного. Это просто у меня такие, может, дрожжи прям активные. Вот что не пеку, оно прям очень хорошо растет. Но либо температура может быть пониже. Подходит у вас 2-3 часа. Ну, это не так страшно, как вы думаете. Иногда ускорять процесс расстойки теплом хуже, чем просто при естественных условиях подходить. Оп. Так можно лопаткой его верхушки, если у вас оно вот такое липкое и не особо удобное сформировать, тогда лопаткой вот так вот верхушки разглаживаем, чтобы они были более такие красивенькие, потому что руками прям невозможно. Вот такое вот тесто получилось в этот раз. Но несмотря на то, что оно липкучее, оно все равно вот такими вот волокнами тянется. Это вот даже липкое, нужно хорошо все равно вымешать. Вот сколько получилось. 3 по 13 сантиметров шириной, один вот этот 10 сантиметров, этот 9 сантиметров и вот эти вот 7, да, по 7 сантиметров маленькие деткам. Все, ждем, чтобы оно подошло до верха, обязательно оставьте 1 сантиметр, либо 1,5, как подойдет, выпекаем. Ставим на решетке в духовку тепленькую, либо водичкой подогревайте, либо, как я говорила, в теплую духовочку. И когда они подойдут, сразу включаем 180 градусов и выпекаем. Оставляю здесь большие подходить, они чуть-чуть дольше будут подходить. Прошел час, я духовку не подогревала, только ставила теплую водичку.
И теперь закрываем. Видите, они подошли уже вот, тут уже вообще до краев, а там по 1 сантиметру. Все идеально. Аккуратненько закрываем и включаем на... Вот такие маленькие будут выпекаться примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь по сухой шпажке. 180 градусов. Но первые 20-25 минут не открывайте духовку, чтобы они не опали. А эти еще можно как раз за то время, пока эти испекутся, эти хорошо подойдут. И при комнатной температуре они более спокойнее. Тут, наверное, градусов 23 у меня сейчас. То они медленно, но уверенно подходят. И кладем на бачок остужать, либо в подвешенном состоянии, чтобы они не опали. Если они чувствуете, что слишком прогибаются и нежные. И в процессе остывания можно переворачивать. Вот так вот. Где больше теста повылазило немножечко, но все хорошо все равно. Вот так вот. Вот. Там, где было идеально тесто, вот отличненький такой получился, ровненький. И ставим следующие. Распределяем так, чтобы была дистанция, иначе не пропекутся. И все, и отправляем выпекаться. Эти будут выпекаться дольше, минут 40-45. Опять-таки ориентируемся по сухой шпажке. Так, все паски готовы. Вот они маленькие. Те, которые побольше и в этой форме разъемной испекли. Самое интересное, что выпекали все в одно время, только этот вот такой вот зажаристый, а эти очень такого красивого цвета. Но все пропеклось. Эти выпекались, как я уже говорила, 35 минут, а эти мы выпекали 45 минут. Так, эти еще тепленькие. Я сначала перевернула эти на бочок, потом увидела, что на бочок немножечко есть такие провалины, и поэтому я их просто поставила так. Подвешивать у меня возможности здесь нет, конечно же, поэтому все вроде бы не осело, все вроде бы осталось как было после духовочки. Все, готовим глазурь. Глазурь будем готовить с маршмеллоу. Нам понравилось очень всем. Купили побольше. Красота. Она и пахнет очень приятно. Почти не липнет. Все не крошится, не сыпется. Ну, очень понравилось. И как на желатине. Она на желатине такая стеклянная. На белках она белком немного несет. Поэтому вот это, наверное, идеальная. Готовим глазурь из маршмеллоу. Ее нужно в микроволновке подогреть 3 раза по 20 секунд. Но нужно еще добавить сюда воды. На 200 граммов маршмеллоу добавляем 2 столовых ложки воды. Еще вы спрашивали, как растопить без микроволновки. Ставьте на водяную баню и помешивайте. И пока оно не растворится, когда будет полностью вот той консистенции, когда после 3 прогревов микроволновки, все, тогда она готова. Первые 20 секунд. Так слегка-слегка подогрелся. Перемешаем просто. Все, и ставим на следующие 20 секунд. Перемешиваем хорошенько. И 3-й прогрев. Так, 3-й раз уже прям хорошее маршмеллоу. Вот так вот перемешиваем. Красивый такой розовый цвет получается. Но если возьмете белое, будет беленькая, красивая глазурь. Все, глазурь готова. Украшаем паски. Так, ну уже эту не снимайте, вот такие вот формочки, чтобы они оставались свежими. Я, конечно же, вам покажу текстуру. Ой. Вот такие вот красивые. Так боялась маминой духовки, а оказывается у нее намного лучше выпекает, просто класс. Вот намного лучше, чем моя духовка. И вот так окунаем. Вот так вот. Красота. Я впервые выпекаю вот в такой вот штучке.
Ух ты, ну красота. Посмотрите, какая красота. Вообще. Ну, слушайте, даже интересно в железной. Он, конечно, тянул на себя вот горячего воздуха, вот сильнее, чем эти, но тут он очень интересный такой получился. Так, это сани с Никой, наверное, да? Ой, посмотрите, какая неженка, просто красотулечка. Вообще просто какой он нежный. Ой, класс, очень классная. Все такое, знаете, вот на Пасху с хорошим настроением. Ой, ее не могу поднять, боюсь, чтобы шляпка не оторвалась. Вот настолько нежный, так что помогайте вилочкой. Знаете, когда делаешь это все на Пасху с хорошим настроением, все получается в 10 раз лучше. Просто посмотрите, какая красота. Ну, прям я не знаю. Все классно. Я, наверное, не буду снимать, да? Эти деткам украшу вот так вот. И все. Чтобы они остались свеженькими и красивенькими. Вот так вот. Давайте поближе. Это большой. Выпекался подольше. Ой, ну какая пористая структура. Вообще просто невероятно. Ой, класс. Да, у мамы духовочка намного проще моей, но выпекает просто шикарно. Вот вам и вся техника. Как оно? Я ее так боялась. Вот так вот. Красиво. Смотри, как это. Да, только немного, по чуть-чуть их. Они очень такие неприятно хрустят на зубах. Вот эти вот, как оно там называется, конфетти. Ужас. Конфетти вообще-то не едят, дочечка. Не, я как посыпка, сахарная посыпка. Раньше такой красоты не было. Раньше, знаешь, что было? Красили пшено. Пшено. Да. И бабушки продавали пшено. Не веришь? Полная свобода творчества в украшении, абсолютная. Вот такой вот раньше пшено красили. И бабулька сидела на базаре. Поняла? Что за яйца тут стоят? Бабулька сидела на базаре, и у нее руки были все то зеленые, красные. Да. Дров. Так что? Дров. Вот он. Квашеное пшено, доця, было несъедобне. Это все паски? В смысле, Да. его нужно было выплевывать? Ну да. Ты целый день поплыть 5 пасок. А сколько надо? Ну, десятка півтора, 20. Ты что, влезла на руками? Да не обсасывай руки тут на камеру. Ты что, так? Минимализм. Так, ну что, давайте пробовать. Давайте выберем какую самую... Вот эту. Вот эту? Я вот эту. Нет, это свет. Ну все готово. Давайте уже попробуем эту вот вкуснятину. У нас все Да, вот эту вот. Давай поближе. Я посмотрю, посмотрите, насколько она мягкая. Так, смотрите, вот. Вот насколько мягкая. Как панеттон. Мягенькая. Ну просто вот воздушный пух. Так, итак, показываем, какая же она внутри. Так, смотрите, какая она внутри. Ну, Я учу ему кусочек. До Пасхи нельзя, но мы должны все попробовать, М. чтобы заценить. А какая це жовтеньке, це апельсини? манго. Это не манго, это вот эти сухофрукты. Ты про это вот эту? Нет. А про какую? А тут на тесте просто желтенькие ці Вот эту? цяточки. Вот эту? Не, я хотела тобі показати. Сейчас не буду. м. Ну, вкусно. Ну, такая, знаешь, моей Пасхи далеко. Это да.
Она останется воздушной вот такой вот. А не надо их было ставить в этих формочках. Ну надо, желательно их лучше в этих оставлять. Ну. Посмотрите, какая красота получилась. Это очень-очень вкусно. Очень. Очень волокнистый, очень такой вот, очень красивый. Красивые такие вот волокна. Вы знаете уже, я люблю такое. А вкусный какой. Сладенький, сдобный, вообще волокнистый, воздушный, я не знаю. Столько, сколько ему можно комментариев сказать, но это просто невозможная красота. Все, мы, конечно, попробовали, но все остальное остается на Пасху, деткам, угощать. Пасхи, брioche готовы. Результат превосходный, все очень красиво, все очень воздушно, мягко, волокнисто, все как мы любим. Так что вас поздравляю с наступающей светлой Пасхи, пусть у вас все получается, готовьте с удовольствием, с хорошим настроением, и у вас все обязательно получится. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца, всех поздравляю, всем пока и до новых встреч. Пока!